меня зовут Кристаль, я из Перу. Ты наша, у меня спросили. И у меня такой русский язык просто пум, наша. I'm yours. Нет, я не твоя, я моя. Это была моя первая страна. Это очень далеко. И я просто не представляла, тоже я это мечтала всегда, но путешествовать вот на другую страну и так далее. И я просто сидела в самолете, я думала, блин, как я это могла делать, как я это успела. Моя мама, она была очень рада, потому что она всегда знала, что я хотела уходить из Перу. А мой папа, он не хотел. Он совсем против, он не хотел мне подписывать договор, чтобы я уехала, потому что мне было 16 лет примерно. И он не хотел, но я сказала, нет, если ты меня не пустишь, я умру. Я чувствую, что Бог все это устроит. У меня не было никакого страха. Если у тебя есть цель, на самом деле, вещи как холод и так далее, это не очень важно на самом деле. Когда я решила приехать сюда, я узнала, что это не будет легко. Но это совсем другая культура, совсем другой мир. Но я приехала, в смысле, не важно. Я здесь, я закончу, ну, по крайней мере, мою специальность, мой университет. Я учусь в университете Руден, Дружбы народов. По специальности политолога и регионоведения, но моя специальность это именно все, что связано с политикой. Да. Ну, в Руден, думаю, что самое главное, это что есть много разнообразия, разными культурами. И как ты можешь найти, например, другие латиноамериканцы, ты тоже можешь найти как из разных регионов России, очень далеко, например. У меня есть одна группа из Сибири, там есть очень-очень-очень разные люди, которые ты можешь научиться, и это очень круто. Да. Я приходила на занятия, и все без занятий это только по-русски. Они учили русский по-русски. И я не знала ничего, я приезжаю, они как глаголы движения, ехать, идти, приехать, доехать, уехать. И я как, привет. Это было очень сложно, тоже моя преподаватель, она не была добрая. Я не знаю почему, у меня такая судьба, думаю, она не была добрая, я плакала много, потому что она мне сказала, зачем ты здесь, та-та-та-та, я как, я стараюсь. Но на самом деле я не учила много в подготовительном факультете, все мой русский язык, я учила на улице, с пацанами. На улице. Я так учила лучше, и я заметила, что это единственный способ, что ты можешь учить именно нормальный русский язык. Потому что когда ты на занятии, ну, да, Хуан, ну, как это, Наташа спросил Марию и так далее, и потом это трудно начинаться говорить. И у меня грамматика не очень хорошая, но, по крайней мере, я считаю, я чувствую, что я более-менее могу, ну, выражать себя, я могу сказать, что я хочу. Вот моя комната, ну, это моя скромная комната. Я здесь живу примерно 2 года. И вот моя матрешка. Это очень красиво. Я всегда, когда вижу, я думаю, ну, такая русская душа просто. У меня было очень тяжелое время. Испанский язык спасали мою жизнь. Я не хотела, не знаю, просто на улицу дайте хлеба. Тогда я решила преподавать испанский. Hola, ¿cómo estás? Yo también estoy muy bien, estoy muy tranquila. Ну, dime, сегодня мы будем смотреть новую тему. Это называется возвратные глаголы. Я очень сильно старалась, накопила много опыта, и потом я видела, как мне получится, как у меня энергия такая, что люди просто наслаждаются со мной учиться, и это тоже очень приятно.
мои родители, они танцоры. Когда я была маленькая, мне не понравилось, потому что моя мама меня заставляла. Я помню, у меня такие травмы. Танцуй, танцуй, почему ты так? Я сейчас танцую, но не как раньше, чтобы на конкурсы такие, просто, как хобби. Мне очень нравится то, что девушки здесь очень женственные тоже. И это у меня тоже был шок, в плохой смысле, в хорошем смысле, потому что когда я приехала, у тебя такой комплекс, да, что ты видишь, как в университете русские девушки такие, моя подруга, например, она моет голову час, она мне скажет, да, я использую такой шампу, а потом я использую кондиционер, а потом я крем для, и потом и мой спрей, я как, что? Как это существует? Я даже с мыла просто мою, когда не шампунь. Когда я спросила русские девушки, они сказали, все это начало, потому что здесь очень мало мужчин, и девушка как старается, но будет привлекательна. Но, может быть, так начало, но я сейчас чувствую, что это просто культура, что девушке нравится быть красивой, они просто очень сильно стараются, и получится очень хорошо. Я тоже, когда я вижу такие девушки, раньше мне было грустно, почему я не такая? Но потом тебе как мотивация, ладно, сегодня я крашусь. Делаю ресницы, не знаю, ногти. И это уже как не обязанность, что тебе нравится просто. И это мне очень нравится русские девушки, что я чувствую, что здесь русские девушки очень себя любят, очень себя ценят, и что как я буду это делать для себя. Я знаю, что я стоит, что мне надо, и это очень круто. Я чувствую, что Россия меня меняет очень сильно, больше как женщина. Да, я чувствую, что я ухаживаю больше себя, я тоже чувствую, что как женщина, я чувствую больше женщина. Я могу так объяснить тоже. В Перу тоже, например, женщина очень как активный роль. Женщина, например, может спросить мужчину телефон, может такие много инициатив, такие, потому что мужчина тоже чуть-чуть более пассивный. А здесь я говорю с русской девушкой, и я говорю, спроси, если хочешь погулять, скажи, пригласи его, я скажу. Она скажет, что? Почему я должна его пригласить? Я женщина, он меня не должен пригласить. И я как, ладно. А потом я потихоньку я понимаю, почему это так. Потому что здесь так работает. Мужчина такой роль, и у тебя такой роль. И так работает. И за это девушки тоже такие. Мне нравится, потому что порядок. Ой, у меня очень-очень хорошее представление о русских мужчинах. И даже у меня 3 видео про это, думаю, в Ютубе. Почему я люблю русских мужчин? Я думала много русского мужа, да или нет. Здесь очень мало мужчин. И много красивых девушки. Это очень трудно найти красивый муж. По крайней мере, я хочу красивый муж. И блондин, цветные глаза, высокий. Не очень высокий, больше, чем я, достаточно. Но я очень сильно люблю синие глаза. Это мой как самый цель, что я хочу найти русского мужа. Чтобы мои дети говорили по-русски. Мне очень нравится культура. Это что я больше, мне нравится цену здесь. Потому что я вижу такие, новости из США, из Европы, такие современные идеологии, такие, что ты женщина, ты машина, ты, не знаю, велосипед, и я напугаюсь. И я тоже вижу, как потихоньку это идет в Латинской Америке и так далее. И просто я вижу Россию, а здесь все нормально. Здесь какие идеологии? Никто не знает, о чем другие страны говорят, но здесь все нормально, все отлично. И мне нравится очень здесь порядок. Как психологические, в смысле ценности, как люди защищают семья. Мне очень нравится, я знаю много пар, которые 10 лет вместе, которые свои семья, которые родили вместе, которые уже 3 дети и так далее. Я вижу в метро такие старенькие люди от руки, уже 70 лет такие, целуют 70 лет, и это очень круто. Мне очень нравится, как здесь государство, например, поддерживает семья. Я не вижу это в других странах, и это мне как делает мотивацию, чтобы здесь жить. Потому что я хотела, чтобы моя семья тоже была такие традиционные, можно сказать, что мои дети тоже выросли с такие ценности. И это мне нравится. Я думаю, что это очень трудно найти, сейчас, в это время, стран, которые тоже так делают, и которые
как они защищают свои ценности, потому что все говорят, нет, так нельзя, что ты это плохо. И здесь это как мне все равно, что ты скажешь, я так думаю, я так делаю. И мне очень нравится. Мы сегодня будем готовить ломо сальтадо. Это один из моих самых любимых еду в Перу. Сальтадо это как прыгаться, jump, а ломо это как мясо. И обычно, когда ты готовишь, у тебя есть здесь сартен, такой, не кастрюля, но такой. И обычно люди так готовят, что нужно всегда высоко прыгать. Перуанская кухня, я думаю, что я могу определить слово разнообразие. Я думаю, что вообще Россия отличается много, что у вас есть много упор на горячие блюда, в смысле суп, но тоже чай, напиток, все, что касается горячего. А я не люблю суп. В Перу обычно суп, это только когда холодно, но в 15 градусов у нас. Это уже холодно, но можно 10, давай, мы пьем суп. Или когда ты заболеешь. Пельмени я люблю. Это нету в Перу. У нас даже, думаю, похоже нет. Я думаю, что в этом году это мой год, чтобы знакомиться с русской едой. И солянка, например, мне очень понравилась солянка. Это обычная еда в Перу. Это ничего особенного. Скажу честно, я чуть-чуть много соуса поставила. Но вообще, мне очень нравится. Мне очень нравится праздник, Новый год. Мне нравится тоже День Победы, 23 февраля. Это в Перу нету. И мне очень нравится, потому что это как День мужчины, можно так и сказать. А в Перу настолько есть День женщины, а День мужчины нету. А здесь есть. И мне очень нравятся такие, как equality, как равноправие. Такие, что есть День мужчины и День женщины. А женщина подарит подарки, например, мужчина. Это как такие, не знаю, мне нравится такая атмосфера, что это равноправие буквально, как мы подарим вас, потому что вы важны, потому что вы защищаете свою страну, потому что ты исполняешь такую роль. Тоже мне очень нравится День Победы. Я не видела именно такой марш, который всегда в Красную площадь, но мне нравится просто такая атмосфера, как патриотичная. Даже если я не из России, я чувствую, мне это нравится. Как люди любят свою страну. Я чувствую, что в России есть такие патриотизмы, которые не в многих странах есть. Ты хочешь, например, в Европу и сказать, что ты любишь свою страну именно насколько сильно, которую я здесь видела, это как не очень принято. А здесь люди как гордятся, как да, мне нравится здесь жить, я здесь хочу, и все. И это очень круто. Я стараюсь гулять. Это тоже русская привычка. Когда мне говорили, давай гулять, ой, не зачем, я собака, что ли? Зачем мне гулять? Ты меня приглашаешь, чтобы гулять? Я что, вау, гав? Нет. А недавно я начала сама. Просто хочется воздух. Я русская или нет? Я не знаю, потому что чуть-чуть, я думаю, что да, но чуть-чуть. У меня, когда я говорю со своими родителями, со своими знакомыми из Перу, они мне говорят, ты уже, так, русская. Для них я русская, а для них я еще латиноамериканка. Я чувствую, что Россия – это очень сильная страна. Я думаю, что ты можешь говорить про Россию все, что ты хочешь. Что еду невкусно, что очень холодно, что медведь, я не знаю. Но что это сильная страна – это факт. Люди думают, такие русские холодные, недружелюбные. Но все есть свои причины. Я думаю, что Россия, с моей точки зрения, это гораздо сильнее, чем другие страны. Я чувствую, что Америка – это сильная страна в смысле колонизатор. В смысле, как такие
Не в смысле защищать себя, потому что я думаю, что Россия это более как сильный в смысле защищать. Я чувствую, что более Америка это как такие супремасии, что хочет показывать, что я самый лучший, я самый сильный. И иногда это тоже делает не очень приятные вещи в других странах. Перу, Россия, я думаю, что похоже может быть чуть-чуть менталитет в смысле традиционализм. Перу, ну, по сравнению с другими латиноамериканскими странами, например, Аргентина, может быть, Колумбия или Мехико, гораздо больше традициональные, консервативные. Страна, которая поддерживает свои ценности. То же самое отношение, я думаю. И различия, я думаю, что в России люди более ответственны. В Латинской Америке вообще, и в Перу люди более спокойные, более расслабленные. Я думаю искренне, что я люблю Россию. Я хотела бы иметь своя квартира, может быть, своей молодой человек, своей кошка. Я хочу путешествовать по миру, но если это жить где-то, я бы хотела здесь жить. Я чувствую, что здесь есть возможности, много возможностей. Россия, я люблю тебя.